Новый документальный фильм Netflix «Жулик с Тиндера» вовсе не основан на реальных событиях. Почему я считаю, что все это выдумка и в реальной жизни подобного произойти не могло? Смотрите это видео, я вам все расскажу, и вы сами убедитесь. Всем привет! С вами Таня Генерал. На канале «Субъективно об Америке» сегодня праздничный выпуск, посвященный Дню Святого Валентина. Днем влюбленных вас всех поздравляю и расскажу сегодня вам о новом документальном фильме, который выпустил Netflix. Он называется «Жулик с Тиндера». Честно вам признаюсь, когда я его первый раз увидела и стала смотреть, я даже не поняла значения слова «свиндлер». Подумала, Тиндер кто-то там. Думаю, дай-ка гляну, интересно же. Но когда дошло до первой трети фильма, я поняла, что я обязательно должна буду сделать на него вам обзор, потому что оно того стоит. А тут как раз и День влюбленных. Это видео посвящается всем тем, кто сейчас находится в поиске, кто задается вопросом, идти или не идти ли на сайты знакомств, все ли там жулики и идиоты, можно ли вообще там что-нибудь хорошее найти, или это сплошная помойка. Это ни в коем случае не рекомендация, это только мой личный субъективный взгляд человека, который уж побывал-то на сайтах знакомств. Итак, о чем же этот фильм? Netflix утверждает, что это документальный фильм, но мне, честно говоря, очень трудно поверить, что все это живые люди. Снято на самом деле очень профессионально. Если вы его посмотрите, то вы зацените красоту и динамичность. Снято вот в том самом клиповом стиле, который сейчас так принят и удобен, когда, вот вы обратите внимание, вы считаете раз, два, три, четыре, картинка меняется. Вот весь фильм так, я специально этому уделила внимание. Я бы хотела, чтобы мои видео были в таком стиле, но я и не Netflix. Общая идея такая, что девушка пошла на Tinder, встретила там невероятно прекрасного принца, опасаясь, что это может быть все каким-то странным, она загуглила его имя, которое он тут же сразу ей сказал, имя и фамилию, имя, отчество и всех места работы. Тут же дал ей свой Инстаграм, и она обнаружила, что она встретила миллионера. Да-да-да, та самая история, которая так глубоко в нас насажена всеми нашими детскими сказками и историями, когда девочка из неполной семьи, где мать умерла и отец привел мачеху, и она вся такая замученная, она убирает золу, она может встретить принца и выйти замуж за принца. Вы в это верите? Смотрите дальше. На первое свидание он ее пригласил. На минуточку, девушка, живущая, она из Норвегии, на тот момент она жила в Англии, обычная девушка, не миллионерка, никакая там, не владелец миллионных бизнесов, обычная девушка. На первое свидание он ее пригласил полететь с ним на личном самолете в Болгарию, в Софию. И она подумала, ой, как классно, почему бы и нет, давайте полетим. В личном же самолете она встретилась с матерью его ребенка и его ребенком, с которой он уже как бы не вместе. Эта девушка дала ей хороший отзыв на этого мужчину, и она уже поняла, что вот все уже можно все. И у них начали развиваться отношения. Тут я должна отметить, что я уже с этого момента смотрела на все очень скептически. С момента полета на первое свидание на личном самолете с девушкой из обычной рабочей семьи. Я не верю в сказки про Золушку, я не верю. Поэтому, когда первый раз возник вопрос, не можешь ли ты мне по-быстренькому перехватить денег, у меня нет возможности купить сим-карту, у меня уже тогда возник вопрос, что все здесь дело нечисто. Естественно, позже, когда я погуглила значение слова «свиндлер», я поняла, что уже в названии фильма было слово «жулик» и «махинатор». Простите меня, я тоже не всегда включаю блогера. Самым главным красным флагом, я считаю, для девушки в самом начале отношений должно быть то, что ее начинают вовлекать и предупреждать, что его проблемы – это уже и ее проблемы тоже. Особенно, когда они были вместе только один раз, они там где-то встретились, а потом это все сплошная переписка. Сплошные смски, сплошные сообщения, доброе утро, доброй ночи, как спала, ой, я бы так хотел быть с тобой. Другой важный момент, когда вот это вот начинается,
Он помнит все детали. Он помнит, что я люблю заднюю ножку кузнечика в моем фрикасе, и поэтому, когда он мне делает доставки, это мне доставляют именно заднюю ножку кузнечика, а не переднюю. Ну, знаете, вот такие вещи, которые, опять же, внедренные в наше сознание всеми детскими сказками, что где-то есть тот единственный, который будет понимать тебя без единого слова, он будет чувствовать тебя и читать твои желания, и воплощать их. Это так вредно и так плохо. Я не буду пересказывать вам сюжет всего фильма, вы обязательно его посмотрите сами. Я расскажу сейчас просто про моменты, которые меня лично в нем задели. Обратите на них внимание, когда вы будете этот фильм смотреть. Первую героиню мне откровенно жаль. Ей 30 лет, она, ну, такая, непонятно, она не сказать, чтобы какая-то там успешная, супердостигатор, ну, обычная девушка, уехала из Норвегии, живет в Лондоне, работает как-то там. И, ну, видимо, у нее достаточно хороший кредит-скор, потому что по итогу всех этих отношений, нескольких месяцев отношений, виртуальных отношений, они лично, как я сделала вывод из фильма, они лично увиделись всего 3 раза. Все остальное это были виртуальные отношения, мед в уши. Когда он ей говорил: я хочу с тобой семью, я уже хочу с тобой съезжаться, и она расценивала как серьезный шаг и вложение в отношения его пожелание, чтобы она пошла и смотрела им квартиру в Лондоне. И она выбирала квартиры, отправляла с таким-то бюджетом, бюджет хороший бюджет. Я думаю, этим он ее тоже купил. Она ему отправляла фото роскошных квартир, и она уже мечтала, как они там будут жить вместе. И по окончании всего этого она в итоге набрала долгов на 250 тысяч. 250 тысяч долларов или евро. Будете смотреть, уточните потом для меня в комментариях, были это доллары или евро. Здесь, конечно же, всегда идет речь о работе вот этих вот людей, умелых манипуляторов. Ну, как потом, когда уже там к окончанию фильма, в самом конце фильма нам показали, что чувак вообще свою криминальную деятельность вел во многих местах и во многих странах, и он до сих пор не осужден, он до сих пор на воле. То есть человек очень умелый манипулятор, знающий все просто вдоль и поперек. Но вот эта вот вера простой девушки в то, что бриллиантовый принц обратил на нее внимание, и он вот ее сейчас вот на ней хочет жениться, и сейчас он придет и все решит за нее. Это, конечно же, вещь, которая и подвела героиню этого фильма. Еще один красный флаг. Нормальный мужчина, имеющий вас в потенциальных целях на отношения с вами, он никогда не станет складывать на вас свои проблемы. Именно это и стало началом выкачивания денег из героини номер 1. Когда он сказал: мне тут подстрелили моего телохранителя, мы тут все в страшной жопе, не можем выехать из страны, купи нам билеты. Билеты он предпочитал 1 класса, конечно же, никак не 2. И в моменты, когда люди, которых вы совсем не знаете, с которыми у вас еще даже не отношения, любые деньги на них тратить, даже небольшие, это уже должен быть такой вот, если он такой миллионер, почему он просит денег? Правда же? Логично же. Но я хотела сегодня рассказать вам на самом деле, почему Netflix меня так выбесил. Сам по себе фильм снят классно, и идея хорошая – предостеречь всех тех, кто может оказаться в подобной ловушке, потому что таких молодцов много. Даже этот молодец и удалец до сих пор на свободе, он живет в Израиле, он не арестован, и он даже, внимание, у него есть полноценный и доступный всем веб-сайт, где он предоставляет услуги бизнес-консультирования за деньги, ну, естественно. Но меня больше всего выбесило, что героиня номер 2 прекрасная пернила. Девушка, которая в своем профайле заявляет, что ей 31 год. Я лично отвратительно отношусь ко всем ложным представлениям о себе. Я лично несколько раз попадала в истории, где люди врут о своем возрасте. И когда девушки врут о своем возрасте в профайле, когда девушка, выглядящая откровенно на 50, она пишет, что ей 31, и выбирает в профайле мужчину на 28, и возмущается потом, что что-то у них с ним не получилось. Ну, как бы сам себе злобный Буратино. И вот эта девушка, она нам рассказывает свою историю.
как он ее пригласил и привез на частном вертолете на первое свидание в другой город, в другую страну. И они там походили, и он сказал, что-то, он вроде попытался ее поцеловать, а потом сказал, останемся друзьями. Это тоже, знаете, такое вот обесценивание того, чего не можешь получить. Явно же ее задело и оскорбило, что он ее не захотел как женщину и сказал, останемся друзьями, и ничего между ними не было. Но прекрасная Пернила не успокоилась. И прекрасная Пернила, если первую девушку еще можно понять, она же думала, что они в отношениях, и поэтому продолжала с ним там переписываться, поддерживать отношения. Прекрасная Пернила, она для меня выглядит как откровенная рыбка прилипала, или как у нас в России еще есть такое словечко халявщица. Она продолжила встречаться с сыном миллионера, который не возжелал ее как женщину, но возжелал ее внимание как свидетеля его успехов у женщин. В следующий раз, когда они встретились, герой фильма Саймон был уже с другой девушкой. И вот тут то, что меня больше всего выбесило, когда она пренебрежительно о ней отозвалась. Классическая русская модель. Скажите, пусть это будет считаться, что я сейчас говорю о каких-то своих личных проблемах, мне что-то мое личное триггернуло, но я услышала вместо слова модель слово проститутка. На фоне свежего скандала с HBO Max, который в своем сериале и просто так тоже там почему-то взял и заклеймил всех русских женщин проститутками, здесь меня тоже задело то, что, значит, она, прекрасная Пернила, которая как халявщица за его деньги, ну ладно, это были не его деньги, это были деньги женщин, которые он тянул с женщин, но она на эти деньги не стремается приезжать к нему в другие страны, есть икру ведрами, купаться в ваннах с шампанским и наслаждаться всей этой роскошью, причем не будучи его герлфрендкой. У него есть герлфрендка, типичная русская модель. Она при этом везде за ним таскается и при этом полощет русскую модель. Вот на этом моменте меня, конечно же, это сильно взбесило, но я продолжала смотреть. Ну, потом там дальше были истории, когда Пернила начала с ним разговаривать, когда она поняла, что он ее наколол, и стала просить с нее денег. И эта дурочка, которая живет со своей мамой и копит деньги на дом в свои 50 лет, она отдала ему деньги, которые у нее были накоплены на дом, и потом стала негодовать. Он ей прислал сумму, которую она ему одолжила в 3 раза больше, чек. Я живу в Америке, я знаю про махинации с чеками все. Но так как для меня это новое, я изучила все опасности, поэтому я на чеки смотрю, вот пока у меня деньги не на счету, чек это ничто. Так вот, она дала ему $50 000, а он ей прислал потом в ответ чек на 150. И она рассыпалась в благодарностях, растаяла, ну что называется, раскатала губу. Ой, сейчас она тут так нажилась, она дала ему всего 50, а тут миллионерчик ей вернул 150. Хрена лысого! Чек оказался фальшивый, как и все остальное про этого человека. И вот тут она начала рыдать, сидя на полу и заламывать руки и говорить, ну как ты мог, ну как это возможно, как это вообще возможно, как это вообще так можно. Главная претензия у меня, конечно же, вот к этой девушке, которая врала о своем возрасте, которая непонятно чего там она искала на этом Тиндере, и которая обозвала всех русских женщин проститутками. Я уверена, ни одна из вас с нами на такую уловку бы не попалась, потому что деньги, которые у нас с вами есть, мы зарабатываем так трудно, что мы ни за какие красивые глаза никакому молодому жеребцу их не отдадим. Резюмируя всю идею фильма, я хочу вам сказать, во-первых, давайте навсегда откажемся от идеи Золушки. Как бы прекрасна эта сказка ни была, как бы мы на ней все не выросли, бедные встречаются с бедными, богатые с богатыми, красивые с красивыми, некрасивые с некрасивыми, пастушки с пастухами, принцессы с принцами. Поэтому рубим сук по себе. В моем недавнем свежем видео про свидание были там некоторые наезды на мой стиль, на мои предпочтения и попытки анализировать меня. Могу вам сразу сказать, расслабьтесь. Те, кто это пишет, ой, Таня, это у вас 98-е свидание, вы до сих пор так волнуетесь. Я уверена, что вы не были ни на одном свидании. Может быть, когда-нибудь в 90 году вы встретили своего теперешнего мужа, и вы не знаете о свиданиях ничего. А тем, кто ходит по свиданиям, я хочу вам сказать, не обращайте внимания на такие комментарии.
То, как вы идете на свидание и как вы себя чувствуете, это то, как вы себя чувствуете. Вы имеете право на любые ощущения. Пусть вас подобные вещи никак не смущают и не напрягают. Потому что дейтинг, он непростой никогда, ни в каком возрасте. И что касается выводов из этого фильма, включайте голову, помните про самые главные критерии. Это ваша интуиция, всегда ей нужно верить. Если вам кажется, что что-то не так, значит точно что-то не так. Помните о том, что мужчина должен делать вашу жизнь легче. Плохо жить вы и сами можете. И вот это вот, я не сторонник того, что мужчина нам все должен. Я самый первый голосователь за то, что в паре должно быть партнерство, мы друг друга поддерживаем, мы друг друга помогаем. И важно помнить, когда это все начинается. Вы партнеры тогда, когда у вас уже отношения, когда вы видите вложения с той стороны, и в вас вкладывают, и тогда вы можете начать вкладывать. Ну а теперь, наконец, обещанная аналитика. Почему я считаю, что сюжет фильма абсолютно нереалистичен? Не могло такого происходить в реальной жизни. Все подобные люди, которые так или иначе мошенничают где-то на сайтах знакомств, девушки или мужчин, или они действуют по принципу воронки продаж. Чем больше входит, тем больше где-нибудь там осядет. На начальных этапах они используют самые примитивные способы манипуляции. Это тот самый пресловутый мед в уши. Обещание вечной любви, уверение в том, что они хотят детей вместе, дома, квартиры. И то, что нам показывают в фильме, что первую же лайкнувшую его девушку, о которой он ничего не знает ее финансовых возможностей, он прямо сразу везет на частном самолете в другую страну, в роскошный отель. Они ужинают в мишленовском ресторане, ужином из 150 блюд. Представляете, какие-то расходы? И что это за воронка продаж, в которой на каждую потенциальную жертву тратятся такие огромные суммы? Вся схема больше похожа на окучивание какой-нибудь очень богатой наследницы. Правда же? Но ни одна из героинь, как я понимаю, такими не являлась. Особенно первая девушка, вообще обычная девушка, живущая в другой стране, вдалеке от родителей, сама зарабатывающая на жизнь. Поэтому я считаю, что всем нам можно расслабиться, спокойно продолжать знакомиться онлайн, конечно же, держать ушки на макушке и всегда верить своим инстинктам. Но однозначно никакой миллионер не начнет вас обхаживать и заманивать на свой частный самолет, если только вы сама не миллионерша. Вот такой сегодня суперэмоциональный разбор. Надеюсь, что вы для себя нашли что-нибудь полезное. Я очень сильно надеюсь, что я не испортила вам впечатление от фильма. Мне интересно послушать, что вы о нем думаете. Точно так же интересно послушать, что вы думаете про онлайн-знакомства, потому что сейчас, на сегодняшний день, это практически единственная возможность встретить человека, практически единственная, особенно в США. Главной причиной, над которой нужно работать, является наша самооценка, наше ощущение собственной значимости, наша любовь к себе, как бы избито это ни звучало. Поэтому ноги в руки, друзья мои, если у вас есть страхи, сомнения, разочарования, обязательно гуглите, смотрите лекции, читайте, ходите на тренинги, ищите себе психотерапевтов, приходите на консультации ко мне. Это тема, которую я знаю не только теоретически, но и практически. Я прошла ее вдоль и поперек и вырастила любовь к себе вот с такого, вот до такого, какая я сейчас. Я желаю вам любви, я желаю вам в этот день и вообще в этот год и в этой жизни, чтобы все у вас было прекрасно, так, как вам самим хочется, и чтобы вы доверяли своей интуиции. Помните, что если вам кажется, что что-то не так, значит что-то не так. На этом у меня сегодня все. Далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Какой следующий будем фильм разбирать? Пока-пока!